Баренцево море в октябре не прощает ошибок. Капитан Михаил Барин это знал лучше других. 42 года на воде научили его читать ветер, волны и тех, кто выходит в океан ради куска хлеба. Ранним холодным утром он, как обычно, отправился с траулера «Северная звезда» к острову Медвежий, необитаемому клочку суши, где еще можно было добыть краба и треску. Судно было старым, но для Михаила его частью жизни. Ремонт и долги тянулись годами, а доходы едва покрывали кредиты, ипотеку и учебу дочери. Морская стихия в тот день была строгой. Волны, туман и падение давления предвещали шторм, но выбора у капитана не было. Семье нужны были деньги. Баренцево море в октябре неумолимо и жестоко к тем, кто пренебрегает его законами. Михаил помнил это на собственной шкуре после десятилетий службы. Каждый его выход в море сопровождался мысленным подсчетом расходов и надежд. Сколько топлива хватит? Станут ли ловушки удачными? Не подведет ли старый двигатель в неподходящий момент? Северная звезда скрипела и дребезжала, но в ней было все, что он любил. Запах смазки, следы старых штормов и фотографии семьи в рубке. Долги давили, а надежда на удачный улов была одновременно и утешением, и проклятием. Семья зависела от его риска, а он отказываться не мог. У ловушек улов оказался скудным, и, обходя остров, Михаил заметил на каменистом берегу тяжелый дубовый гроб, покрытый ракушками и водорослями. Предмет выглядел древним. Резьба, металл и двуглавый орел на крышке говорили о знатном происхождении. Любопытство пересилило осторожность. Крышка поддалась, и внутри лежали монеты, ювелирные изделия, серебряные кубки и человеческие останки. На монетах он прочел профиль Николая II и дату 1896 года. Сердце Михаила ёкнуло. Перед ним было сокровище, которое могло решить все семейные проблемы. Он вызвал береговую охрану. Вскоре подъехали капитан Волков, следователь Крылов и врач. Находку оформили, предметы забрали для экспертизы, останки отнесли к истории. Когда он пододвинул лодку к берегу и первым прикоснулся к гробу, в груди возникло странное чувство, смесь трепета, вины и надежды одновременно. Дерево было тяжелым и пропитанным морской солью, металл говорил о мастерстве, а герб на крышке напоминал о давно ушедшей эпохе. Открыв гроб, Михаил словно нарушил забвение. Монеты блеснули, серебро потемнело, а ткань савана еще хранила запахи времени. Его руки дрожали, когда он касался золота. Вес монеты, рельеф императора, датировки — все это казалось пропуском в чужую судьбу, которая теперь на мгновение пересеклась с его собственной. Прибытие береговой охраны придало событию официальный характер. Началась полиция, оформление, фотографирование, и груз ответственности на плечах Михаила стал ощутимее. Эксперты, археологи и искусствоведы подтвердили ценность клада, сотни монет, редкие ювелирные работы, предметы церковной утвари и сам гроб – все датировалось к концу XIX – началу XX века. Предварительная оценка – десятки миллионов рублей. По закону находка подлежала передаче государству, но нашедшему причиталось вознаграждение, обычно 10-30% от стоимости. Семья барина наполнилась надеждой. Долги можно было погасить, детям помочь, северную звезду отремонтировать наконец. Экспертиза проходила тщательно и медленно. Предметы снимали на камеру, сверяли штампы монет, изучали резьбу и металлографию. Специалисты рассказывали о редкости находки, о возможных ювелирных школах и мастерах, о технике чеканки, которой больше не встречалось. Для Михаила эти профессиональные речи звучали как музыка. Каждая деталь увеличивала не только стоимость, но и значение того, что он нашел. Это было не просто золото, а часть истории страны. Но с этим же приходило и второе понимание. Большая цена означает большие разбирательства, формальности и, возможно, жесткую борьбу за обладание.
Надежда и тревога росли одновременно, и в доме барина впервые за много лет воцарилось обсуждение планов и мечтаний, но с ними пришло и ощущение уязвимости. Найти клад — лишь первый шаг, сохранить его и получить свое — совсем другой. Радость, однако, быстро сменилась на тревогу. Комиссия по культурному наследию под председательством Виктора Зуева заявила о спорной принадлежности острова по старым картам с норвежскими пометками. Пока велись переговоры, клад отправился в государственное хранилище, а выплаты откладывались. Михаилу объяснили, что нужно время, обращение в архивы, запросы в МИД и международные согласования. Ожидание грозило растянуться на годы, а кредиты никто не отменял. Для простого рыбака, который рисковал, выходя в шторм ради жалкой добычи, перспектива ждать и рисковать банкротством была невыносима. Зуев, чиновник со стажем, говорил официальным тоном о сложностях международного права, о картах и исторических прецедентах, и его слова звучали убедительно для многих, кто не знал всех нюансов. Но для Михаила это был удар. Бюрократия могла затянуться на годы, пока проценты и штрафы будут расти, а дети продолжат нуждаться в поддержке. Он чувствовал, как из рук ускользает шанс, который внезапно выпал на его долю. Сокровище стоило десятки миллионов, но вручать их ему без дополнительных процедур никто не собирался. Именно в этот момент у семьи возникло ощущение: юридическая и административная машина гораздо опаснее морских бурь. Ее нельзя предугадать, и она может разбить все, что заработано честным трудом. Михаилу предстояло выбирать: либо долгие бюрократические баталии, либо искать обходные пути с риском. В этот момент к Михаилу пришел помощник, представившийся профессором Дмитрием Соколовым, элегантным и уверенным человеком с связями в Норвегии. Он утверждал, что может за 10 миллионов рублей получить от норвежских властей официальное письмо с отказом от претензий, а это быстро снимет спор и обеспечит барину выплату вознаграждения. Обещано было 24 миллиона рублей. Деньги предлагалось разделить по 5 миллионов с каждой стороны. Для семьи это казалось возможным выходом. Долгие месяцы бюрократии заменить бы одной крупной выплатой. Соколова сопровождали солидные слова, грамотно составленные бумаги и уверения о гарантиях. Нотариус заверил договор, переводчик подтвердил точность текста, и Михаил под давлением необходимости и надежд перевел все сбережения и кредитные средства. 5 миллионов рублей. Соколова сопровождали профессиональные манеры и убедительные бумаги. Он говорил так, будто уже выполнил свою работу, а его слова подкреплялись контактами и документами с печатями. Для усталого человека, который думал о семье и долгах, предложение выглядело как спасательный круг. Цена была высока, но и выигрыш мог быть раз в жизни. Нотариус заверил документы, переводчик подтвердил соответствие текста, и казалось, что юридическая формальность закрывает все возможные риски. Михаил принял решение, руководствуясь не только доводами, но и желанием закрыть долгий круг неопределенности. Это был шаг отчаяния и надежды одновременно. Он отдал последние деньги, надеясь, что профессору удастся обойти бюрократию и защитить их права. Ответа не последовало. Профессор исчез. Через некоторое время выяснилось, что он зарегистрировал в Норвегии фирму и подал заявку на клад от имени возможных наследников, а договор позволял ему делегировать права третьим лицам. С точки зрения закона его действия выглядели формально корректными. Он выполнял организационные шаги и юридически избегал прямой уголовной ответственности. Михаил остался без денег и, вероятно, без клада. Казалось, весь мир обрушился. На кону были годы работы, сбережения семьи и доверия. Следователь Крылов, изучив договор, был не в силах быстро вернуть средства, а восстановление справедливости грозило растянуться надолго. Поначалу Михаил надеялся на объяснение, на ошибку в коммуникации, на задержку, но молчание продолжалось,
и появилось гнетущее ощущение предательства. Договор, который казался надежной опорой, при внимательном чтении содержал положения, дающие представителю право передавать полномочия кому угодно. То, что казалось соглашением о помощи, оказалось способом легализовать передачу прав на найденное. Для Михаила открытие этой правовой ловушки было ошеломляющим. Он потерял и деньги, и возможность влиять на судьбу находки. Следователь Крылов дал понять, что формально мошенничество доказать сложно, документы выглядели правдоподобно, а профессор успел зарегистрировать компании и провести формальные действия, которые прикрывали его от прямого обвинения. Так надежда сменилась горечью. Тогда на помощь пришла пресса. Жена Михаила, Анна, обратилась к журналистке Светлане Морозовой, и та написала громкий материал о рыбаке и лжепрофессоре. Статья привлекла внимание федеральных СМИ, дело получили резонанс и общественный интерес. Под давлением огласки правоохранительные органы активизировались. Оказалось, что профессор — это неучтенный мошенник с прошлым, у которого были поддельные дипломы, фиктивные рекомендации и связи с коррумпированными чиновниками. Дмитрия Козлова, выступавшего под именем Соколова, задержали в аэропорту с фальшивыми документами и наличными. Расследование выявило его связи с председателем комиссии Зуевым. Переписки и записи показали, что Зуев создавал искусственные преграды в оформлении находок и получал откаты за затягивание процедур. Схема была отлаженной. Сначала создать спор, затем предложить решение за деньги, а дальше вывод средств через офшоры и скупку артефактов. Оказалось, что жертв у системы десятки по всей стране. Публикация Светланы стала тем катализатором, который перевел частную трагедию в общественную проблему. Люди увидели не просто обман одного рыбака, а системную схему, где чиновники и аферисты наживались на чужой беде. Телевизионные сюжеты, интервью и социальные сети создали давление, которого не выдержали правоохранители. Начались обыски, запросы в банки и международные розыски. Появились доказательства. Переписка, банковские переводы, записи разговоров, которые привели к аресту Козлова в аэропорту при попытке покинуть страну. Обнаруженные у него наличные и документы указывали на масштаб операции. Часть клада уже была вывезена и продана через сеть агентов. Для Михаила это была и победа. Видно, что система работает, и одновременно горькое осознание. Вернуть все в первоначальном виде навряд ли удастся, но хотя бы была надежда. Суд стал публичным и бурным. Показания свидетелей, экспертизы и переписки позволили привлечь мошенников к ответственности. Козлов получил длительный срок, Зуев — криминальное наказание. Впереди были конфискации и выплаты потерпевшим. Часть сокровищ удалось вернуть, но не всю их первоначальную стоимость, многое уже успели продать за границей. Михаилу в итоге выплатили компенсацию — 35 миллионов рублей. Сумма меньшая от оценочной, но достаточная, чтобы расплатиться с долгами, восстановить семейный бюджет и начать новую жизнь. Важнее, чем деньги, была восстановленная справедливость и урок. Медийность и общественный резонанс способны ускорить и усилить реакцию правоохранительных органов. Процесс был показателем силы общественного мнения и профессиональной работы следствия. Доказательная база росла, свидетели вспоминали детали, экспертизы подтверждали подделки в документах мошенников. Суд, проходивший при большом внимании прессы, стал символом борьбы с коррупцией. Присяжные и судья слушали рассказы потерпевших, видели разрушенные судьбы и схемы, которые в обычной жизни оставались бы незаметными. Приговоры были суровы.
не только как наказание, но и как сигнал. За подобные преступления придется отвечать. Для Михаила компенсация стала возможностью начать заново, расплатиться с кредитами, помочь детям, купить новое судно и восстановить спокойствие в семье. Но урок, который он вынес, оказался ценнее. Теперь он знал, как хрупка доверчивость и как легко можно потерять все ради обещаний. Получив компенсацию, Михаил не скрылся от мира. Он расплатился с долгами, помог детям, купил новый траулер и инвестировал в развитие артели. Вместо того, чтобы прятать успех, он сделал ставку на прозрачность. Создал рыболовецкую артель «Справедливость», модернизировал суда, нанял молодых людей, организовал обучение и ввел правила юридической и финансовой грамотности для сотрудников. Кроме того, вместе с женой основал фонд помощи жертвам мошенничества. Он поддерживал пострадавших, оплачивал адвокатов и экспертизы, помогал людям бороться за свои права. История барина стала кейсом. Ее обсуждали в вузах, на семинарах и в правозащитных кругах как пример того, как семейный труд, медиа и правосудие могут вернуть справедливость. Михаил понимал, что деньги — не единственное, что можно потерять или приобрести. Опыт и ответственность важны не меньше. Новый траулер стал не просто средством заработка, а символом нового начала. Современное оборудование, безопасность для команды, обучение молодежи — все это вкладывало смысл в его деятельность. Фонд «Справедливость» задумывался как механизм возврата баланса. Помогая другим вернуть утраченное, Михаил как будто искупал собственную наивность и пытался построить защиту для таких же трудящихся людей. В университетских аудиториях и юридических семинарах его история стала учебным материалом, а сама семья — примером того, как реагировать и как не попадаться на ловушки мошенников. Однако слава приносила и новых опасностей. К ним стали приходить люди с сомнительными предложениями, от наследниц Романовых до страховых агентов. Одна афера с наследницей и страховкой обнаружилась быстро. Женщина с поддельными документами пыталась предъявить права на часть страховой выплаты. Благодаря бдительности Анны, проверкам и журналистскому вмешательству мошенницу арестовали. Это лишь подтвердило. После огласки истории мошенники искали свои шансы снова и снова, поэтому семья вынуждена была сохранять настороженность и осторожность с любыми предложениями. Постоянное внимание к семье создавало дополнительные сложности. Предложения от помощников, наследников и коллекционеров приходили пачками, и каждый раз приходилось тратить время и нервы на проверки. Анна, став более опытной и подозрительной, научилась распознавать признаки обмана. Несоответствия в документах, сомнительные истории, попытки давить на эмоции. Одна афера закончилась арестом. Мошенница с фальшивым страховочным полисом и американским паспортом пыталась получить часть страховки, но ее документы оказались поддельными, и следы вели к международной сети криминальных торговцев антиквариатом. Этот эпизод окончательно убедил Михаила: огласка и бдительность – лучшие инструменты защиты. Прошли годы. Бизнес Михаила укрепился. Артель выросла, сеть судов расширялась, дети нашли свое место в жизни, дочь Марина стала юристом, защищающим обманутых, сын Алексей развил свой бизнес и создал семью. Фонд «Справедливость» помог сотням потерпевших. Михаил написал книгу «Проклятие золотого гроба». На ее основе сняли фильм, а сам он стал приглашать на телепередачи и конференции, объясняя простые правила защиты от мошенников. Не доверять незнакомцам, проверять документы, не платить заранее крупные суммы без юридической гарантии. Его личный опыт превратился в урок для многих. С годами Михаил осознал, что настоящее богатство – не столько деньги, сколько возможность передать опыт и защитить других от ошибок. Дети выросли, каждый нашел дело по душе. Марина использовала полученные знания и эмоции, чтобы помогать другим в судах. Алексей превратил бизнес в стабильную сеть, создав рабочие места и поддерживая местную экономику.
Книга и фильм сделали историю общим достоянием. Люди читали и смотрели, учились осторожности и понимали, как важно сочетать доверие с проверкой. Фонд «Справедливость» продолжал работу, а образ Михаила как человека, который прошел через обман, но не сломался, стал символом для многих. Финал истории. Возвращение на остров Медвежий. На берегу теперь стоит мемориальная табличка. Михаил с семьей пришли, чтобы напомнить себе и другим, что главное не золото, а честность, трудолюбие и семья. Он повторяет внуку простой, но мудрый урок. Море не прощает ошибок, а легкие деньги часто оказываются ловушкой. История барина — это не только личная драма и удача, но и пример общественной борьбы с коррупцией и жадностью. Когда публичность и правовая система работают вместе, справедливость имеет шанс восторжествовать. Семья сохранила честь и обрела спокойствие. Михаил продолжил выходить в море, теперь уже не ради выживания, а ради дела, которому посвятил всю жизнь, честной работы и помощи другим. Возвращение на Медвежий стало актом замыкания круга. Место, где все началось, теперь стало напоминанием о пройденном пути, о потерях и о том, что можно восстановить справедливость. Мемориальная табличка и собрание близких людей символизировали не только память о находке, но и благодарность к тем, кто помог в сложные моменты. Журналистам, следователям, обычным людям, которые подписывали петиции и писали слова поддержки. Для Михаила это была финальная точка, но не конец. Он по-прежнему выходил в море, учил молодежь и рассказывал о том, что важнее всего в жизни — семья, честь и умение противостоять жадности и обману. Такой урок оказался дороже любого золота.